говорю, в этом году рюкзачков что-то нет. Поэтому, ну, давайте сразу небольшую распаковочку. Футболка очень интересно какая, потому что в прошлом году были не супер дизайн. Сейчас посмотрим, какой сейчас. Материал похож на ту, которая был на забеге РФ. Интересно, кто это? Я не в курсе. Но по цвету и символике мне, в принципе, сейчас лучше нравится. Предъявитель этого купона в подарок на выбор: пиво или лимонад. Все работает. Доброе утро, коллеги. Страшно представить, что через часик с небольшим нужно будет пробежать 42 километра по жаре. Проснулся еще весь какой-то мокрый. Ну, поспал хорошо, часы показывают 7,5 часа. Вроде все нормально. Загружаемся кашкой и собираемся. Вон на кресле, я не знаю, ты видел, нет? Там. Я, кстати, взвешивался на весах, чтобы потом взвешиваться после. Мне просто интересно стало. Весы показывают 74,90. Самое главное — это лейкопластырь и вазелин. Мы смажем сейчас все труднопроходимые места, которые могут натереть. Это самое интересное, конечно. Но вот пояс мой с кучей гелей и прикол. Вчера обнаружил, что когда покупал в ДФС гель, они мне дали вот этот и не сказали, что он предтренировочный гель, потому что есть такие гели. И я случайно заметил 50 миллиграмм кофеина. Ну, это очень много, и по плану, по тренировочному, как сказал тренер, его нужно вот именно до, оказывается, выпить. Хорошо, что я разобрался, ну, а не просто послушал чуваков, хотя они, безусловно, там молодцы все, и классные цены, у них ассортимент, но вручили они мне этот гель, типа, вот на дороге выпьешь. Если я выпью в конце его, толку от него, как бы, ну, гораздо меньше, нежели чем я выпью его в самом начале. Поэтому вначале мы Turbo Plus пьем, едим, а потом уже обычные бомбаровские. Ну, я такие ел уже, я думаю, все в порядке будет. Ну, все остальное сейчас так. Ну, как я намазываться буду, не буду вам показывать. Побережем вашу психику. Если бы я ничего не делал, ну, то есть, я имею в виду, не занимался спортом, ну, может, боксом занимался просто. Что бы я сегодня делал? Я, скорее всего... на день города. Ну, пошел бы просто, да, ну, там, не знаю, гулять, или спал бы, или смотрел бы утром телевизор, или, не знаю, в комп втыкал, или что еще. Просто вот суббота, а я бегу 42 километра, собираюсь пробежать. Если добегу, конечно, но факт в том, что само по себе такой челлендж, испытание, да, казалось бы, ну, для кого-то это обычный день, да, для кого-то вот такой вот. И мне кажется, чем больше вот таких вот небольших, короче, челленджей в твоем увлечении, мне кажется, тем интереснее жизнь. Уже хотели фотографироваться. Если бы я тебя не знал, я подумал, что ты элита. Можно подумать. Ой, как этот. Это все как... Я понял, ты... Не только наблюдать, болельщика за наших атлетов в дистанции, ну а поддержку. Дорогие друзья. И с самого начала, все снизу, поехали. 4, 3, 2, колени. Давай. Трасса сибирского марафона. Соответственно. Движение в мире этого года. Экономического вклада в развитие города. Туристического. Ну что, здесь мы пробежали уже где-то 12-13 километров. Заходим на вторую часть круга. И в целом-то здесь бежится еще нормально. Мы бежим по 4:30. Сейчас я это прокомментирую. Ты тебя думаешь, слышно? Все, давай беги. Встал. Сильно тяжело было на набережной, там вообще какой-то, не знаю, как будто в поле бежишь. Стекающий. Пульс 176 где-то в среднем, нормально. Всевышний жалился надо мной. Тенечек потихонечку создал. Льда мало. На одном пункте только взял. Но лед тема вообще в пакетике. Сюда положил, под кепку завернул. Так, хорошо. Почему я бегу один? Потому что я уже отстал от пейсера, и вся пачка наша развалилась где-то на 25-м километре, потому что всех начало накрывать, и меня в том числе. Поэтому здесь бегу уже уставшим. Я уже могу сказать, что без объемов идея так себе. Видно, как не готова нижняя часть туловища. Все забилось. Акклиматизация маловато. Тренируемся утром.
Ну что, долгожданный финиш. Что могу сказать? Было очень тяжело, очень-очень тяжело. В голове был какой-то туман. Жена смогла дать мне воды, я вылил ее на себя. Успел сделать глоток безалкогольного пива и попросил у дяденьки показать мне, где массаж. И пошел на массаж. У меня что-то руки так болят, как будто я на руках бежал. Я не понимаю вообще. Но мне кажется, из-за часиков реально. Левая просто вообще не могу поднимать. Весь косой, походу. Ноги ноют, но не так, чтобы что-то прям сильно болит. После полумарафона сильнее, болело. Но состояние из-за жары, видимо, очень плохо. На подсолнухе получше было, по ощущениям. Не знаю, может, потому что там поливался или что, или тут асфальт. Интересно, сколько градусов? Не, ну лучше половинку бежать. Хотя километров 20 бежишь, такой вроде бы легко бежится. Ну, бля, потом прибивает страшно. Так же. Миша вообще бежал, да и у меня небольшое время сейчас. Да, да. Потом на половине местами поменяйтесь, пожалуйста. Идите вот тогда с той стороны уже проще. Давайте, А мы спрашивали. Да. Марафон — это маленькая жизнь, определенно. Очень тяжело. Условия, конечно, были жестковатые, потому что была жара сильная. Показывает 30 градусов. На 30-м километре сильно прибило, прям сильно. Я отстал от пейсера. План был на 3.14-3.15. В идеале вообще было 3.10-3.05, да, но видишь, планы это другое немножко. И в целом, по состоянию, больше всего болела рука, как ни странно. Ноги поднывают, конечно, но я бы не сказал, что в определенном месте болит сильно. Вот тогда, когда я не так долго занимался, у меня сильно болело что-то одно, вот, например, не знаю, сбоку или там икра, или что еще. Потому что, была такая, скажем, как будто бы микротравма, да. Сейчас вроде бы чуть-чуть не знаю, но приход будет завтра-послезавтра, я уверен. Вот, поэтому по марафону в целом-то и все, что 3.22, считаю, время неплохое, средний там 4.45, средний пульс там 172, 175, 176 ударов, по-моему, что-то такое было. Картинку прикреплю обязательно. Всем спасибо за внимание. Думаю, что я марафоны больше, может, не буду бегать, но не зарекаюсь. Скорее всего, к половинке я больше как-то приспособлен. Мне кажется, марафон это такое. К нему нужно больше готовиться определенно. Тяжелее он, но в нем тоже свой есть смысл. Да? Это определенная битва своя уже, которая сегодня состоялась. Всем спасибо, ставьте лайки, комменты. Пока-пока.